На днях в сети появилась так называемая памятка для мигрантов. Составитель скандального свода правил поведения неизвестен, однако содержание шокирует своей шовинистской направленностью. В приветственном слайде автор подчеркивает, что мигранты пребывают на русской земле, и для того, чтобы им здесь легче жилось, необходимо придерживаться определенных норм. С самых первых слайдов становится понятно, что правила в первую очередь направлены на мусульман, которые, прибывая в Россию, не должны забывать, что находятся в светском государстве. По мнению автора, мигранты, исповедующие ислам, пытаются установить повсюду законы шариата, а конфликтные ситуации решают кулаками. Далее упоминаются русские девушки, которые не носят хиджаб, но являются самыми красивыми в мире и якобы подвергаются постоянным домогательствам со стороны иностранцев. Следующее правило противоречит всему вышеперечисленному. В нем мигрантам запрещается распивать алкогольные напитки в общественных местах и употреблять наркотики. Подчеркивается, что места общего пользования, такие как парки и спортивные площадки, не принадлежат приезжим. Если ваша компания хочет поиграть в футбол на площадке, занятой кем-то еще, вы обязаны потерпеть или изменить свои планы, сказано в памятке. Далее речь идет о религиозных культах и порицается совершение намаза публично. Автор считает это излишеством и действием на показ. Молодые люди любят выделяться внешним видом. Не стоит бросаться на них с дикими воплями, если они не похожи на вашего знакомого барана или попросту не носят бороду без усов. Этим правилом попытались защитить неформалов. Однако со стороны кажется, что таким образом автор заступается в том числе за представителей ЛГБТ-сообщества, что противоречит традиционным ценностям русской земли, которую он так яростно оберегает. В конце отмечается, что если все вышеперечисленные правила сложны для понимания, то необходимо просто копировать поведение окружающих русских. В случае, если мигранты откажутся от соблюдения этих сомнительных предписаний, им предлагают отправиться домой, еще раз подчеркивая то, что они здесь непрошенные гости. Мне понравилось то, что вы нам задавали такие задачи, у которых нет ответа, и каждый придумывает что-то сам. Я делал лапшу домашнего изготовления, из яиц домашних. И получается 500 грамм у меня стоит 300 рублей. Мы с братом организовали такой проект. Сначала он продавал магнитики, сувениры такие пластмассовые, а потом закупил деревянные изделия. Делаю украшения из эпоксидной смолы, и то, что я делаю, нравится людям. Видя, как они соревнуются друг с другом, наслаждаются решением этих задач, я понимаю, что их жизнь будет ясной и понятной с точки зрения решения любой жизненной проблемы. Ведь наша жизнь — это не 2+2, наша жизнь — это череда открытых задач. Научи детей финансовой грамотности вместе с Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.